А чего вы так сердито смотрите на меня, госпожа Кета? А, значит, сердито смотрю, да? Ты уплыл, никого не предупредив, не сказав, когда вернешься, оставив нас почти без припасов. Как ты мог стать таким безответственным? Господи, слушайте, я понимаю, что у вас там какие-то свои приключения, развлечения, но я себе такого позволить не могу. Да и... не верю, что я это говорю. Я собираюсь стать комендантом шахты Лололошки. Вау. Встреча с богиней Селиасет. Я не этого ожидал от предыдущей серии, но черт возьми, это было мощно. У нас также теперь ее огонь, Горн Селиасет. Надо бы проверить, что он делает. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы получили Горн Селиасет. Да, дамы и господа, описывать предыдущую серию достаточно долго, поэтому давайте я вам тезисно раскидаю, а вы визуализируете. Итак, первое, Лазотеповый пролив. Второе, ядовитые скорпионы. Третье, новая шахта в собственности. И, наконец, четвертое, самое важное, корабль Вилли и богиня Селиасет. Но, помимо встречи с богиней, мы и огонь ее получили, и услышали некий неизвестный голос, который буквально заставил Селиасет прервать с нами диалог. Кто это был? Или даже что это было? Увы, неизвестно. Но мне все равно нравится, какой поток информации мы получили. Как минимум, из слов богини мы поняли, боги не хотят, чтобы люди нашли некое отправление. Увы, что такое отправление, мы до сих пор не знаем, но уверен, и эта тайна нам скоро раскроется. Кстати, давайте наконец узнаем, что такое Горн Селиасет. Стол исследователя, Горн, проверяем. Так, Горн, бла-бла-бла, 4 из 5 звезды. Один из огней, легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богиней плодородия, Горн дарует своему владельцу силу управлять ветрами Мисра. О, ну, кстати, я это уже немножко даже заметил. Если я нажимаю ПКМ, то бам! Слушайте, это прикольно. Вообще мы понимаем то, что богиня Селиасет богиня плодородия, и вряд ли хоть какой-то ее огонь должен убивать, или будет убивать. Поэтому, скорее всего, там что-то безобидное, типа скинуть, или там оттолкнуть. Короче, дикий ветер, проверяем. Управляйте потоком ветра, выдувая или втягивая воздух. Мощный поток оттолкнет вас или притянет к вам всех врагов. Улучшение поднимает скорость ветра, а также радиус действия потока. Если кто-то что-то понял, то вы молодцы. Я, честно говоря, не совсем понял, но мы можем либо притягивать, либо отталкивать. На ком бы проверить-то? На черт возьми, просто ни одного моба. Ну блин. Так, а что там еще есть? Стихийный ритм. Разместите рог на земле и подуйте в него, чтобы запустить цепочку мощных воздушных волн. Волны отталкивают и оглушают всех врагов, попавших в радиус действия. Улучшение увеличивает количество волн, длительность оглушения, а также понижает перезарядку. О, погоди. То есть я могу буквально сделать вот так? Ты чё светишься? Подожди, мне сказали подуть в него. Ой, что происходит? А! What the fuck, это что за хрень? Стрела? Это ты сделал? Подожди, это из песка кто-то? What the fuck? Какой? Ай, бляха! Валим отсюда! Ну, 3 хп, твари! Возможно, кстати, его вот так надо зарядить, просто держа правую кнопку мыши. Далее ставим. Черт возьми, я не понимаю, как это работает. Не-не, я понял. Наверное, нужно просто... Емать. Так, ладно, ничего не нужно, кроме как просто подождать. То есть перезарядка, сколько там, 50 секунд была? Да, вижу, количество волн 2, перезарядка 56 секунд, длительность оглушения 1,5 секунды. Слушайте, против огромного количества мобов это имба. То есть сначала мы оглушаем, а потом мы берем клык Роноса и убиваем всех в округе. Учитывая то, что здесь есть токсичное облако. Все существа, попавшие в область поражения, получают периодический урон. То есть два этих огня просто идеально синергируют друг с другом. Так, короче, скелет пустынный, ты все, пропал? Не стреляешь? Замечательно, стол исследователя забираем и пойдем с кем-то попробуем поговорить. О, Сдерик, привет. Ложка, ты представляешь, Абди и Хану вчера так поздно вернулись.
У меня даже огонь успел погаснуть. Я в итоге сам сходил, нашел всяких мелких веточек, другой ерунды по домам. Разжег заново костер, даже стемнеть успело. И только потом, прикинь, только потом пришли Хануф и Абди. Удивительно, что госпожа Кетра ничего им вчера про это не сказала. Что заставляет меня на самом деле еще сильнее волноваться. Ложка, что ж вы там вчера такого видели-то? А еще я попытался разбудить Абди, чтобы он хотя бы покараулил ночью. Но он пробормотал сквозь сон что-то про то, что зарежет всех, кто мешает ему спать. Я как бы понимаю, что он, наверное, в шутку, но не, я на всякий случай решил не будить его. Тебя попытался разбудить, кстати. Так ты вообще спал как убитый. Ну, в общем, сам видишь, я заканчиваю с завтраком и потом иду спать, пока есть такая возможность. А то, прикинь, я столько уже не сплю, нашел змеиные яйца в песке, в итоге скорлупу пожарил, а сами яйца выкинул. Понял, что сделал что-то не так, когда уже было поздно. Поэтому... да. Поэтому будем завтракать остатками припасов, которые мы с корабля притащили. Угу, понял. Это на самом деле очень хороший диалог, потому что если за нами не приплывет Зариф, то у нас с каждым разом все меньше и меньше еды. Вот что нужно учитывать. Но я надеюсь, что Зариф приплывет, да? Нас же вытащат отсюда. Так, здесь у нас кто? О, вы тоже уже не спите. Хануф, привет. Ой, ложка, я так волнуюсь. Госпожа с утра в непонятных мне чувствах. Я закончила вязать ей новое платье и... Госпожа всегда очень радуется, когда мы подносим ей новую одежду. А сегодня она обрадовалась, но почти сразу сильно растерялась. Она, конечно, надела его, но мне кажется, оно ей не понравилось. Конечно, я понимаю, что Халима вязала намного лучше, чем я. Понятно, почему госпожа разочарована. Она ушла в порт. Видимо, Зарифа ждет. Волнуется, что мы не сможем отсюда уплыть. Или просто не хочет, чтобы я видела, как она расстраивается из-за нового платья. Я попыталась поговорить об этом с Абди, но он от меня шарахнулся, как от огня. Мне казалось, что мы с ним очень хорошо понимаем друг друга. Все-таки мы оба всю свою жизнь служили абдами. Но сейчас Абди, он как будто отгораживается от меня. Мне очень-очень тяжело даются эти постоянные путешествия. У всех постоянно меняется настроение. То веселое, то трагическое. Эти скачки вызывают у меня усталость и головокружение. Вот бы мы могли просто где-то остаться и жить в спокойствии. Понимаю, Хануф. Смотрите, для меня Хануф на самом деле всегда была очень спокойным персонажем, но, видимо, даже ее все вот эти вот путешествия уже немного затрагивают эмоционально. Эй, Абди, ты же все слышал, да? Скажешь что-нибудь? Ложка, да знаете, у меня в груди происходят какие-то изменения. Я, скажем так, чувствую новое, особенное для меня тепло. Меня это очень пугает. Я не знаю, куда себя деть из-за этого. Хочу делать всякие необдуманные поступки. Я очень большую часть дня думаю не о Кнеф-Мтите или служении, а о каких-то других вещах. Я, честно, даже не готов рассказать вам, о каких вещах. И я ужасный абд, да. Я должен заставить себя не чувствовать так, как я себя чувствую. Я должен... Не чувствуй! Воу, это называется, наверное, любовь, Абди. Я понял, это по отношению к Хануф, да? Только не надо себя бить, а? Ты бы лучше занялся работой, помог с Дереку с завтраком. Он на тебя уже пожаловался. Так держась, Абди, кричи громче! И тогда чувства точно тебя послушаются. Вот, блин, на самом деле было бы прикольно, если бы здесь было написано сарказм. Тогда, если бы я точно понимал, что это сарказм, я бы, наверное, даже нажал. Эй, Абди, успокойся. Ты не можешь приказать своим чувствам уйти. Тебе нужно научиться их принимать. Ну да, наверное, это. Ну, конечно, я же абд. Я даже собственным чувствам ничего приказать не могу. Пожалуйста, ложка, прикажите моим чувствам уйти, я умоляю вас. Нет, я передумал. Нет, теперь я не хочу от них отказываться. Я не готов. Ну, черт, во что же я превратился? Никогда бы не подумал, что захочу вернуться в состояние бездушного убийцы. Ну, ничего с этим я тоже справлюсь. Я с этим разберусь. Я сделаю это ради всех. Сделаю.
Господи, просто представляете, человек с 0 лет до этого возраста привык служить. Вот все, что он умеет, это реально служить, и своего мнения ему не дано. А тут на тебе, и любовь проснулась, и собственное мнение. Буквально человек вырос, понимаете? Он сейчас, можно сказать, в 7-летнем возрасте эмоционально. Ну, может быть, в 10-летнем. Короче, это не так важно. Привет, Акетра. Ну, наконец-то. Что с тобой? Лолошка, привет. Я надеялась, что ты меня тут найдешь. Как тебе мое новое платье? Да, ну, нормально. Это Хануф связала. Она постоянно говорит, что вяжет хуже Халимы. А по мне так, знаешь, это платье идеально. Я бы очень хотела показать Хануф, как я вижу ее работу. Но она слишком привыкла жить в тени своей подруги. Не думаю, что даже мои слова смогут что-то изменить. А вообще, Лолошка, я вот все думаю про ту сказку, что ты мне рассказывал, как будто бы 100 лет назад. Помнишь? Про то, как ты оживил Зарифа с помощью Кнефмтити. И Зариф вчера мне тоже об этом говорил. А потом мы с тобой встретились с Селиасет. Лолошка, скажи мне, то, что ты мне рассказывал про Кнефмтити в виде приукрашивания истории, это правда? Ты действительно видел Кнефмтити и говорил с ней? О, то есть... Вы построили логическую цепочку? Ну да, это правда. Но как? Как? Как я могла всю жизнь считать себя одной из самых просвещенных в Мисре, и при этом даже не знать о существовании богов? Как мы можем говорить, что знаем что-то, когда даже наш родной мир столько от нас скрывает? Когда я узнала, что огни существуют, я смогла себе это объяснить, да. Когда я узнала, что я мироходец, я успокаивала себя тем, что я просто не знала про другие миры, но я хорошо знаю свой родной мир, я знаю его. Но вчера в итоге я снова открываю что-то настолько глобальное и великое, переворачивающее мировоззрение, что мне теперь кажется, что все знания, которые у меня были до этого, они ничего не стоят. Я так гордилась своим умом, своей начитанностью, своей необычностью. Но чего вся эта начитанность стоит, когда в мире есть боги, а я даже не знала об этом? И при этом ты, Лолошка, стоишь перед богиней и спокойно с ней разговариваешь. То есть я оказалась куда ограниченнее и глупее тебя. А ведь ты мой Абд, а я твоя госпожа. Все должно быть наоборот. Как примириться с тем, что я, оказывается, посредственность, а не особенная, как привыкла считать до этого? Блин, она меня обосрала, вы поняли? Ты чё, Акетра? Ну это как-то... Никак, потому что ты особенная, Акетра. Не нужно с этим мириться, Акетра. Нужно продолжать развиваться. Никак, потому что ты особенная. Давайте ей сделаем комплимент, так и быть. Она меня обосрала, а я ей комплимент, вот так. Акетра, пойми, ты особенная. Неужели ты этого не понимаешь? Столько людей смотрят на тебя с восхищением и ловят каждое твое слово. Да просто вспомни Барути. Ты ни разу не слышала об этом человеке, а он от тебя буквально в восторге. И особенно тебя делает не количество прочитанных книг, не твое богатство, и даже не то, что ты мироходец. Ты особенная за счет того, как ты смотришь на этот мир. Будучи богатой, ты уважаешь абдов, обращаешься с ними так же, как и с остальными. Ты не теряешь своей любознательности ни при каких обстоятельствах. И именно поэтому ты особенная. И знание или незнание про богов тут вообще ни при чем. Ой, иди сюда, Лолошка. Спасибо тебе огромное. Я даже опять тебе ничего не скажу за то, что ты обращаешься ко мне на «ты». Я же все-таки ко всем одинаково отношусь, даже к абдам. Ой, Лолошка, благодаря тебе я сейчас чувствую себя намного лучше. Так, хорошо. С этим вроде порешали. Осталось только дождаться Зарифа. А вообще, знаешь, я подумала, что мы могли бы воспользоваться кораблем твоего друга. Вилли, кажется, да? Но корабль простоял в песках много лет. Возможно, он уже даже не на плаву. Если Зариф не вернется в ближайшее время, попробуем тот корабль. Все? Поговорили? Так, окей, тот корабль. А он, получается, находится в бухте, да? То есть вон там. На всякий случай давайте попробуем поговорить. Ага, тут даже кнопки нет. Погладить, статус отношений, сделать подарок. До свидания. Ой. Вот. Что?
Я буквально нажал поговорить с Хануфы. Офигеть. О, корабль! Эй! О, шахтеры! Ну, наконец-то! Так, Зариф, давай. Буду ждать тебя у Акетры. Подходи, подходи. Эй, ну что, не ждали? А вот и я. А чего вы так сердито смотрите на меня, госпожа Кетра? А, значит, сердито О, смотрю, эй, да? Ты уплыл, никого не предупредив, не сказав, когда вернешься, оставив нужно. нас почти без припасов. А если бы с тобой что-то произошло? Как бы мы отсюда выбирались, а? Ну, давай, что ты? Как ты мог стать таким безответственным? Я привез работников для шахты. Я же вернулся. Почему вы так ругаетесь? Вы очень страшные люди, когда вы так ругаетесь. Простите, пожалуйста, что заставил так волноваться. Честно, я не... У меня на корабле есть припасы. Хотите позавтракать ими? Нет, не хочу. Сдерик уже приготовил еду. Пойдем, поешь с нами. Да, вы идите. Мне нужно кое-что захватить с корабля и дать кое-какие распоряжения. О, боже, какая злая. Будет знать, как уплывать. Да уж. Пойдем, я очень голодная. Лолошка, если что, я так разругалась на Зарифа не потому что злюсь, а потому что очень за него переживала. Надо будет извиниться перед ним. А вообще, странно, что он согласился поесть с нами, когда я сказала, что готовил Сдерик. Он так реагирует на все, что со Сдериком связано, что я думала, что он откажется. Может, Сдерик и не зря продолжает попытки помириться. Может быть, у него есть шанс? Может быть. Госпожа, если что, Сдерик ушел спать. Он всю ночь не спал, но еду приготовил. Да, приготовил. Вот, держите. Ну-ка. Ложка, это тебе? Если что, у Сдерика очень вкусно получилось. Он потрясающий повар. Ну, возможно, это даже на руку. Да, хорошо, что Сдерик спит. Все-таки Зариф вряд ли горит желанием с ним общаться. Ну, вообще, это правда. Так, что это? Сэндвич 10 сытости, неплохо. О, Зариф. И снова здрасте. О, Зариф, садись, поешь с нами. Слушайте, а где Сдерик? Зариф, он спит. Он караулил нас всю ночь, потому что побоялся разбудить меня. Что на самом деле огромная глупость. Я бы отлично покараулил. Ну ладно, спит, тогда окей. Эй, а что ты хотел? Да знаете, я просто заметил, что у Сдерика штаны никуда не годятся. Вот, купил ему новые на Гизире. Хотел отдать. Вот. Ой, мне кажется, или... Сдерик! Что я сейчас услышал? Ты купил мне новые штаны? О, Зариф! Ну да, купил. Но это не потому, что я готов с тобой помириться. Да, не понял? В смысле, а зачем тогда? Я не готов помириться, но я бы хотел когда-нибудь. Да и те штаны, что на тебе по швам трещат, ты сильно располнел, ты посмотри на себя. Ах ты ж Зариф, а? А сэндвич мне в руки, алло, а я чё? Все? Ну ладно, я сытый в целом, пофигу, да? Меня, как обычно, обделили. Лолошка, слушай, ребята, которых я нашел для шахты, они ведь за собой могут и других привести, если что. Гизира столько времени жила в бедности, но сейчас все меняется. Пока, правда, непонятно, в какую сторону. Яд стоил очень дорого, но и спрос на него был не очень большой. Теперь яда нет. Можно пытаться что-то выращивать, но... пока неизвестно, получится ли. Зато люди точно теперь будут меньше болеть, захотят больше работать и... В общем, если ты будешь развивать свою шахту, отбоя от желающих работать не будет, Лолошка, это точно. А возможно, мы могли бы даже сделать тот же Мемфисатон экономическим центром Мисра. Он и расположен куда удачнее Нарфониса, и все остальные острова к нему ближе. Ну, разве что кроме Зеленого континента и Острова Смерти. Ну, в общем, я не хочу на тебя сильно давить, Лолошка, но отчасти от тебя зависит благополучие всей восточной части Мисра. Да. В общем, я пошел. Объясню рабочим, что им надо делать. Пока-пока. Окей, а куда ты?
А, рабочий уже там? Так, я могу, конечно, сейчас за Зарифом пойти. Могу не идти. Но давайте проверим. Тут появилось? Да! Лазотеповый пролив. Сюда! Так, охрана объекта, рабочая сила. Ну, чисто сюжетно, я, конечно, хочу развивать Лазотеповый пролив. Мы уже говорили о том, что Нарфонис — это не самое удачное место для центра, нет, для столицы. А Зариф прямо сейчас даже подтверждает мои слова о том, что Мемфисатон куда более удачно расположен, чтобы сделать его столицей, центром экономической торговли. И если моя прокачка Лазотепового пролива как-то может на это повлиять, я хочу. Не совсем, правда, понятно, надо ли мне туда... Опа. Ты посмотри, они уже работают. То есть, погоди, у меня без прокачки уже добывается? Прикольно. Вот тот самый сундук, куда все запихивается. И давайте прокачаем Лазотеповый пролив. Первый уровень стоит 0 утенов. Тогда да, конечно. Все. Так, вот они уже... Блин, какие молодцы, а. Мне нравится вот такая тяжелая анимация. Тяжелая не в том плане, что создается тяжело, а в том плане, что она выглядит увесисто. И вот это не исключение. Прям реально... Бам! Молодец. Может быть, уже появилось что-то? Нет. Ну, я, наверное, хочу еще проапгрейдить. Давайте, до 2 уровня. Бам. Все. Далее, наверное, спелеологию прокачаем, чтобы у нас открылось железо и медь. Сразу же! Фига, так это реально намного выгоднее. У меня на шахтерских на первом уровне открыто только железо. Ну и как бы все. Тут спелеология стоит 4 дальше, а здесь 15. Возможно, там алмазы потом открываются, кстати. Ну давайте прокачаем, наверное, вот это за 4. Е-мать! Золото, редстоун, уголь, железо. Ну блин, надо теперь, чтобы это хотя бы начало появляться. Возможно, рабочую силу я прокачал максимально ущербно. Мне нужно постараться поработать над этим, но для этого нужно что-то продавать. А продавать я могу что-то в Нарфонисе. Вот те надо. Тем не менее, смотреть там больше не на что. О, стоп. Что, Акетра? Зариф? Но, леди, я вам еще раз повторяю, не стоит туда плыть. Я вас точно туда не повезу. Уж простите. Лолошка, а ты тоже думаешь, что нам не стоит плыть на мыс Хатентепа? Да боже, я не говорю, что вам не стоит туда плыть. Ладно, я говорю вам, что не стоит туда плыть. Но потому что правда не стоит, леди. Там ничего не осталось от древней библиотеки. Все давно ушло под пески. И это довольно далеко отсюда. Да и слишком близко к Нарфонису, кстати. Господи, слушайте, я понимаю, что у вас там какие-то свои приключения, развлечения. Но я себе такого позволить не могу. Да и... Не верю, что я это говорю. Дело не только в утенах, поймите. Я собираюсь стать комендантом шахты Лололошки. Очевидно, что он не сможет ею заниматься и контролировать, как и на шахтерских. Значит, нужен человек, который будет решать вопросы шахтеров, искать новых людей, вывозить и продавать руду. К тому же, я не хочу далеко уплывать от мамы. В общем, решено. Я не повезу вас к мысу, ни при каких обстоятельствах. Надеюсь, вы меня понимаете. Ладно. Ну и что же нам тогда делать-то? Ну, если так подумать, я мог бы отвезти вас в Мемфисатон или на Гизиру. Там вы сможете нанять корабль, который отвезет вас туда, куда захотите. О, не-не-не-не-не. Мы не можем доверять, кому попало. Мы в списке. А значит, Амар готов заплатить хорошие деньги за нашу поимку. Ну, тогда, простите, я вам тут точно не помощник. Что ж, Лолошка, ты, надеюсь, понял. Нам все-таки придется прибегнуть к моему плану. Попробуем сдвинуть корабль из грота. Что? В местном гроте есть какой-то корабль? А что это ты вдруг заинтересовался, а? Да, я же могу осмотреть его. Я много изучал корабли, прежде чем заняться своим бизнесом. Ну, бизнесом перевозчика. Я все-таки хочу помогать вам, поймите. Да, я не могу вас перевести, но помогать. Ладно. Отправляйтесь с Лолошкой к кораблю. Осмотрите его. Тут безопасно. Мы можем позволить себе немного задержаться. Да и, кстати, мне понравилось спать на куче верблюжьих одеял. Ну ладно. Ну что, Лолошка, идем? Пойдем. Только, видимо, я могу ничего не отвечать, да? О, ух ты. Какая красота! Интересно, а если крикнуть, эхо будет? Хара! Ай,
Мама говорит, что когда-нибудь я повзрослею. Пойдем. Ну, эхо будет, мы это поняли. Так, в итоге что, ты будешь осматривать эту территорию? Интересный способ исполнения, интересный. Господи, ты будешь осматривать этот корабль на какие-то дыры? Или как? О, нет, вот это действительно гениально. Батюшки, здорово, тут все так хорошо сохранилось. Лолошка, ты видишь это? Так, вот эту часть, конечно, нужно будет заменить, это точно. Надо вообще вот эти всю природные штучки О, убрать. а вот здесь нужно чем-то покрыть, иначе быстро сломается. Да. Вот это менять не обязательно. Но если не поменять, будет вонять. О, никогда такого не видел. Погоди, а ты где? Ты внутри, что ли? Ай, А, какая уже да. красота. Надо у себя на корабле так же сделать. Так, ты в итоге будешь просто... Ну все, Лолошка, я закончил. В целом состояние корабля прекрасное. Немножко убраться, пыль песчаную смахнуть. Но плыть на нем нельзя, вот так. Нужно некоторые детали заменить и местами подлатать. Главная проблема – металлические пластины проржавели местами. Из-за этого доски плохо держатся вместе. Если они разойдутся в плавании, то... уйдете под пески всем кораблем за пару минут. Хорошо, что я сюда толпу рукастых мужиков привез, да? С тебя материалы, с нас готовая работа. Ну, вроде бы все, да? Да. Мне потребуется 32 дубовые доски, 16 медных и железных слитков, 16 нитей и 4 шерсти. О, как давно я задание не получал, обалдеть. 32 дубовые доски, это... Йоу, у меня ровно 32, офигеть, как повезло, кстати. Так, далее, что ты сказал? 16 медных и железных слитков. О, медь у меня дофигища. А вот по поводу железа проблема, у меня ровно 0 железа. 16 нитей и 4 шерсти. Погоди, а где я нитки достану? Ща все найдем, Зариф, не парься. Так, что у нас здесь, кстати? О, сундук. О, руна шторма. Нажмите, чтобы использовать. Прикрепляется к мечу в вашей левой руке, увеличивая его урон в холодных биомах на 33%. Окей, я это возьму, прикольно. О, это было красиво. Найдите руну шторма. Чародейская книга на починку, это прикольно. Так, вот паутину мне нужно разбить. Висящая сломанная паутина. Из нее тоже можно сделать любую другую паутину. Видимо, значит, она дает то, что мне нужно. А если быть точнее, то паутинку. О боже, клык Кроноса не добывает паутину! Это просто смерть, это ужасно. Так, окей, тогда мы как делаем? Мы сейчас убираем все ненужное вот сюда, делаем верстак, ставим просто так, доделываем самый обычный деревянный меч и... Та-да! Что? Подожди, подожди, что-то... это другая паутина. Это отвратительная паутина, с которой не дропается ничего. Блин. Ладно, у нас действительно проблемы. То есть мне нужно 4 шерсти и 16 паутины. Я, наверное, как сделаю? Waypoint здесь поставлю обязательно. И после этого мне нужно... как-то отсюда выбраться, кстати. А как я отсюда выберусь? Здесь же можно, да? Так, да, все окей, можно. Сейчас, возможно, даже какую-то пасхальную пещеру найдем. Или нет? Видимо, нет. О, а это доски какие-то, тут кто-то что-то строил. Но, в любом случае, мне нужно 16 железных слитков. Я думаю, не проблема, если я добуду это где-то в этой шахте. На меня никто злиться не будет. Железо тут все равно хоть отбавляй, вон сколько. Раз, 2, 3, 4. Мне нужно еще 12. Тут даже еще есть такой микроанимации у блока. Круто. Как же медленно катится солнце. Ух ты, вы еще и говорить умеете. Так, вот еще железо. И еще немножко. Все, по-моему, больше мне не нужно. Ровно 16. Мне, правда, интересно, вы вообще что-нибудь добыли за все это время? Подожди, что? Вы это добыли за все это время? Или это мне за квест, типа, вот этот дали? Типа, я должен был сюда вернуться и найти 13 железных кусков. Ребята, сорян, что я вам тут все поломал, сори. О, смотри, уже 14. Оно реально копится. И оно копится сильно быстрее, чем было до этого. Так, хорошо. Отлично, мне это определенно нравится. Паутины, кстати, здесь тоже навалом. Обязательно добываем. Она буквально во всем этом заброшенном поселении. Мне остается только сделать, сколько там, 4 шерсти. Раз, два, три, 4. Обновление, ремонт корабля. Вот тебе это, вот тебе это. Отлично, забирает. Медь, железо и вроде бы все. Все? Что-то еще нужно? Нити, точно. Нитки. Yes.
О, уже все? Отлично! Так, мужики, управимся за ночь, а? Да, конечно, управитесь. Лолошка, думаю, уже завтра сможете плыть на этой красавице. Мужики, за мной! Ой, и прям реально поперли. Ты погляди. А будет меняться что-то визуально интересно? Так, все, он тут талдычит, что нужно делать. Тут у нас вырывается, тут у нас чинится, тут латается, красится. Ха-ха! Классно, мне определенно нравится. Единственное, что я не совсем понимаю, зачем нам на мыс Хатентепа. О, Лолошка, ну как? Чего там? Сможем мы отсюда выбраться? Или навсегда застряли? Зариф с шахтерами отремонтируют корабль к завтрашнему утру. Я добыл им все необходимые материалы. Ну какой же молодец, а? Если у нас будет свой корабль, это сильно упростит нам жизнь. А еще мы сможем лично убедиться, что легендарной библиотеки больше нет. Точно, мы ради библиотеки. Только опять же, зачем? У нас не было никаких подсказок о том, что там может храниться огонь. Или была. На самом деле сюжет настолько большой уже, что в голове вроде умещается, но что-то постепенно начинает забываться. В любом случае мы сможем все это узнать уже в следующих сериях. Шахта имба. Лазотеповый пролив рулит. Зачем нам нужен Горн Селиасет? Увы, по сюжету нам не дали выяснить. Но, опять же, тоже надеемся, что дадут. На этом я буду постепенно заканчивать. Очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться, если вдруг каким-то образом еще не подписаны. Напомню, что все эти ваши микронажатия — это огромный буст мотивации не только для меня, но и для всей команды. А команда за последние 2 года разрослась. Поэтому каждый ваш лайк умножается в десятки раз. Еще раз большое спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И спать пора. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.